Всем привет, меня зовут Константин, и это «Другая сторона». Страшные истории о призраках всегда вызывают у нас интерес и трепет. А если еще эти истории связаны с местами, наполненными мистикой и тайной, такими как кладбище, то они приобретают еще больше ужаса. В нашем новом видео мы посмотрим самые интересные и страшные видео с призраками, которые были засняты на кладбищах. Вы готовы? Тогда начинаем. Пугающая тень. Первое видео снял турист, гулявший по историческим местам. В один момент на его пути оказалось кладбище, на котором он заснял нечто. Мы видим некий темный объект, издалека напоминающий силуэт человека. Какое-то время он стоит неподвижно. Но спустя небольшое количество времени он скрывается за углом здания. Что это? Монтаж, игра света или реальный призрак? Мне важно услышать ваше мнение в комментариях. Маленький мальчик. Мужчина снимает местное кладбище в одном из азиатских городов. Как вдруг ему удается заснять некое свечение, которое появилось буквально на секунду. Он приближает видео и больше не находит никаких следов паранормальных явлений. Не знаю, как вы, но в данном видео я могу разглядеть голову и плечи маленького ребенка. Особенно, если видео замедлить. Похоже на обычный блик света, а мы уже сами себе дорисовываем картинку. Или нет? Женщина в белом. Это видео стало мне интересно тем, что вокруг него в интернете много споров. Начнем с того, что человек зафиксировал на камере некий белый силуэт средь белого дня. Однако, как он говорит, что никого не заметил во время своей прогулки. В интернете мнения разделились. Некоторые уверены, что это действительно призрак женщины в белом, а другие считают, что это всего лишь спецэффекты, отражение света, пластиковый пакет, а также множество других объяснений, которые не связаны с паранормальными явлениями. Лично мое мнение, то снимающий человек должен был бы заметить боковым зрением подобный объект. Такое сложно не заметить, согласитесь? Но наверняка сказать никто не может, ведь нас там не было. Но, возможно, камера зафиксировала то, что обычный глаз человека просто не может уловить. Он наблюдает за тобой. Человек, гуляющий по кладбищу, случайно снимает на камеру странного наблюдателя. Вы можете видеть размытую тень, которая делает несколько шагов с другой стороны стены, но человек, записывающий видео, похоже, этого не замечает. Только гораздо позже он посмотрел видеозапись и обнаружил некую тень, которая все это время за ним наблюдала. Лично я думаю, что это может быть спецэффектом. Потому похоже, что разрешение видео было снижено, что всегда является признаком любительских эффектов. С другой стороны, человек, который вел запись, может быть, использовал дешевую камеру. К сожалению, я не нашел даты съемки видео, поэтому это может быть просто старое видео и поэтому такое качество. А вы как считаете, это был обычный человек, который просто гулял по кладбищу? Или это было что-то другое? Мертвый мальчик. Человек снимает историческое место, когда внезапно видит странный прозрачный силуэт, похожий на маленького мальчика, бегущего по кладбищу. Мальчик исчезает за надгробием. А затем, как утверждает автор видео, он прыгнул на дерево. После чего упал на землю и просто исчез. Я нашел информацию, что данное видео было изучено профессиональными художниками по визуальным эффектам и видеоэкспертами. Все они сочли это видео на 100% подлинным. Возможно, это был обычный мальчик, а изображение размыто из-за качества камеры. Но от этого видео не становится менее пугающим, так как в итоге непонятно, куда
исчез данный мальчик? Умерший родственник. Человек снимает храм. Как вдруг его внимание привлекает человек, который оплакивает своего родственника возле могилы. Мы видим некий силуэт, который возвышается над мужчиной и как будто пытается до него дотронуться. Причем он движется все ближе и ближе. На протяжении всего видео этот силуэт не пропадает, а что было дальше, неизвестно. Возможно, это был тот самый родственник, которого оплакивал мужчина. А вы как считаете? Солдаты гражданской войны. Следующее видео было сделано в национальном парке Геттисберг, Пенсильвании, где когда-то была битва во время гражданской войны. Здесь также находится Геттисбергское национальное кладбище, где были похоронены солдаты той войны. На этом видео туристка замечает причудливые шары на деревьях и начинает снимать их, совершенно не подозревая о еще более странной активности, которую ее камера фиксирует на земле. Только посмотрите на это. Можно увидеть, как по территории прогуливаются призраки солдат гражданской войны. Женщина, которая снимала эти кадры, говорит, что она даже не видела этих фигур, пока не посмотрела свое видео. А вы пока подпишитесь на наш телеграм-канал, который является дополнением к нашему основному YouTube каналу. Проклятое дерево. У подножья холма есть особое дерево, которое, по мнению многих местных жителей, населено привидениями. Вы можете поставить свою машину в нейтральное положение на вершине холма, и она покатится вниз, все как обычно. Вот, посмотрите. Но когда вы подъезжаете к проклятому дереву и ставите свою машину в нейтральное положение, все происходит наоборот. Машина катится задом наперед вверх по склону холма. Напоминаю, машина сейчас в нейтральном положении. Похоже, что какая-то странная сила заставляет машину катиться задом наперед и подниматься по склону. Но это еще не все. На видео можно услышать очень странный голос. Послушайте. Вам не кажется, что кто-то произносит что-то похожее на имя Сара? Конечно, возможно, движение по склону вверх – это лишь оптическая иллюзия, а чей-то голос – это лишь чья-то шутка. Но так ли это на самом деле? Безликий силуэт. Группа людей исследует старое кладбище в Англии. Один из членов группы видит странный призрачный шар, но по какой-то причине никто из остальных его не видит. Мужчина поворачивает свою камеру в направлении шара, и ему удается запечатлеть нечто действительно пугающее. Сначала это выглядит просто как вспышка света. Затем, когда он начинает гореть ярче, появляется какой-то странный безликий силуэт, который, как кажется, держит свет в своих руках. Мужчина позже рассказывал, что он понятия не имеет, что именно он заснял. А как вам кажется, кто это был и что он держал в руках? Призрачная прогулка. Съемка видео проводится на заброшенном кладбище. Если человек делал это для того, чтобы заснять привидение, то у него это, возможно, получилось. Далее мы видим, как на камеру попал некий белый силуэт, который словно совершает неспешную прогулку по кладбищу, а затем поворачивается в сторону снимающего человека и пропадает. Аж мурашки по коже. Как вы там? Переходим к последнему видео. Восставший из ада.
На этом видео мы видим камеру видеонаблюдения, снимающую кладбище. Как вдруг прямо из могилы появляется некое белое облако, которое медленно движется по территории. Эксперты говорят, что это может быть туман, а также пылинка, которая находится близко к камере и создает эффект облака, что находится на расстоянии. Как всегда, жду ваше мнение в комментариях. На этом сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам интересна именно тема с привидениями, то обязательно поставьте лайк, чтобы я знал, в каком направлении мне двигаться дальше. Также подпишитесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну что, свидимся в новом видео. Всем пока. Возможно, это был тот самый родственник, которого оплакивал. Да. Также подпишитесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал. Не забудьте нажать. В нашем новом видео мы посмотрим самые страшные и загадочные... Нет.